Друзья, мы вам рассказывали однажды про девушку, которую зовут Анеля Алим. Она поехала в Америку и там смогла получить визу Эйнштейна. Это виза, которая дает только за особые экстраординарные таланты. И получила она ее, представляете, за навыки в макияже. В итоге она поработала с Бейонсе, с Дженнифер Лопес и стала организатором недели моды в Нью-Йорке, Hampton Fashion Week. И там, именно благодаря ей, дизайнеры из Казахстана тоже смогли показать свои работы, собрав овации крутых американских деятелей фэшн-индустрии. А самое интересное, что она сама из Жамбыльской области, из самого обычного аула, и покорила Америку, поехав туда без знания английского языка. В общем, фантастическая девушка, но и так повезло, что в эти дни она как раз оказалась в Казахстане, и я настойчиво предложил ей встретиться и побеседовать, потому что я думаю, что такие личности очень интересные, могут дать нам всем мотивацию идти только вперед. Беседа получилась очень интересной, располагайтесь поудобнее, и я желаю вам всем приятного просмотра. Не забудьте про лайк и комментарий. Анеля, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Мен де жақсы, даже тамаша. Вы знаете, очень рад сегодня вас видеть вживую, потому что мы с вами познакомились, когда мы сделали про вас репортаж, что казашка покорила Америку, получила визу Эйнштейна, и этот выпуск посмотрели уже больше полумиллиона человек, 50 или 51 тысяча лайков, да? Огромное количество комментариев. А вчера, когда я готовился, я вообще узнал о том, что вы из аула. Да. И это фантастика. Расскажите о себе, кто вы? Всем привет, Үлкен рахмет. Я приехала недавно с Америки, написала свою книгу «Сильная духом». Я с аула, я родилась в Бурном, это при городе Тарас, маленькое село. И даже я родилась, можно сказать, Октябрьская деревня, и там не было больницы. И когда мама уже собиралась рожать, дедушка отвез ее в районную больницу, Бурная. Аул называется Бауыржан Момышұлы, да? Бауыржан Момышұлы, да, Yeah. да. Сіз қазақша сөйлесіз ба? Я әрине сөйлесемін қазақша. Ну, я родилась в деревне, а потом родители отправили в Кустанай. И когда мне исполнилось годик, мы поехали в Кустанай. Я там до 11 лет жила в Кустанае, а потом мы переехали в Астану. И у меня такое, знаете, вот, русский, казахский. Все, я понял. Как так получилось? Почему вы вообще оказались в Америке? В Америку буквально в 2021 году. До этого я путешествовала как турист, ездила с сыном отдыхать и делала свои мастер-классы по макияжу. Познакомилась с девушками с Казахстана. Они там живут в Нью-Йорке. И когда я приехала в Астану, у меня свой бизнес, я работала, наслаждалась жизнью, можно так сказать. И в один момент мне написала одна девушка с помощью помочь привести ее ребенка. Ребенка звали Димаш, она не видела его 4 года, и у него заканчивалась виза. И она попросила, чтобы я просто помогла привести ребенка в Америку, в Нью-Йорк. И я тогда подумала, почему бы нет, помочь ребенку и поехать как бы попутешествовать на летние каникулы. Я взяла ребенка Димаша, своего сына, и мы поехали в Нью-Йорк. Когда приехали, Нью-Йорк так встретил меня тепло. Меня вот там очень много гостей, гости начали приглашать. Потом там много казахов, да? Да. Я начала путешествовать, и такая вот, знаете, я почувствовала такую любовь. И я подумала, почему бы не попробовать свои силы, вот, которые у меня есть, свой талант, почему бы не попробовать и не показать Америке, на что способны казахстанские девушки. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Но у вас очень удачно это получилось, очень успешно, потому что вы поработали с Дженнифер Лопес, вы поработали с Бейонсе, да? Проводите недели моды. Сколько, 11 в год, да? Мы больше 15 провели недели моды. Это называется New York Fashion Week, Brooklyn Fashion Week и Hamptons Fashion Week. Вот, это вообще моя была мечтой. Когда-то я как визажист, которая здесь жила в Астане и красилась косметикой Бобби Браун, для меня было мечтой просто увидеть легенду Бобби Браун, поучаствовать на неделе моды. И думала, это просто невозможно. И знаете, наверное, вот это все так сложилось, как-то все карты. Я появилась в Нью-Йорке, и все как-то, знаете, само по себе может быть, или может быть по моему, как бы сказать, опыту, который у меня есть, и то, что я вот с деревни, знаете, вот простая, очень трудолюбивая,
очень у нас, знаете, как-то родители так воспитали, что надо поддерживать, помогать людям, как бы, знаете. И вот, наверное, вот эта культура, наша традиция и менталитет мне помогло вот построить вот такой нетворкинг, что люди начали приглашать меня, потому что у меня не было цели вот пойти работать с Дженнифер Лопес или с Бейонсе. Как-то, знаете, меня вот люди сами начали притягивать, видели мой талант, видели мою вот эту трудолюбивость и отношения с людьми, как я отношусь. Вот этого нету эго, я собираю команды, как-то, знаете, все так по-простому. И они это увидели, что, ну, классная Нелли, классно с ней работать. И меня звали, и когда я приходила на проект, а мне сегодня говорят, а сегодня мы работаем с Дженнифер Лопес, а сегодня мы работаем с Бейонсе. И мне просто, знаете, мне бы лучше не говорили, потому что, когда мне сказали, у меня все вот так мурашки, все начало трясти, я все забыла, что надо сейчас сделать. Да, были такие моменты. А как они, кстати, в жизни, вот звезды такие? Вы прям их вблизи видели? Но они, знаете, они очень, как бы сказать... Профессиональные? Да, они очень профессиональные, они очень требовательные. И у них свои всех есть агенты, которые проверяют полностью, кто с кем, как работает. И самое интересное, получается, афроамериканцы, они поддерживают друг друга. Латиноамериканцы, они поддерживают все друг друга. И у них вот прям командой. А я вот казашка. Как-то, знаете, и не так, и не так. Но у меня есть вот эта моя такая культура, наверное, скорее всего, что они как-то полюбили меня и вот притягивают к себе, в команду. Да, это очень интересно. Ну, казахи же, они вообще... В Казахстане, народ Казахстана, он многонациональный, и поэтому, наверное, у вас в крови такое, что вы можете и со всеми нормально общаться. Кстати, вы сейчас говорите, и у вас такой уже you have American accent. Наверное. Like Hampton, New York, Fashion Week. Знаете, самое интересное... Вы приехали, да, вот я хочу об этом спросить. Вы же приехали, вы же не говорили даже по-английски, да? Я вообще поехала без плана, я просто приехала с сыном помочь вот с ребенком, потом у меня появился бизнес-план, как мне тут поработать, как вот оформиться, как делать иммиграционные вопросы. И у меня не было английского, не было документов, не было английского. А в Нью-Йорке там такая бешеная конкуренция, чтобы не то, что построить бизнес, да, и работать с такими крутыми командами. У меня не было английского. Ну, это не было такого шаблона, что у меня нет английского. Я все равно шла, вот уверенности добавляла себе и учила ключевые слова и просто шла к своей цели, да. Вот это и есть дух казахских батыров, да? Как говорят, батыр-кыз? Батыр-кыз, сильная духом. Только вперед и этот. Да, а сейчас вы приехали в Казахстан для того, чтобы презентовать вашу книгу. Сильная духом, да. Расскажите, о чем вы написали? Это книга о девушке, которая родилась в простой семье, получается. Мой папа, у него 8 детей, у моей мамы 6 детей. И можно сказать, что моя мама, она сиротка, а папа у меня вообще с 8 класса учился в интернат-школе. И они как-то сами выживали. И потом встретились, поженились в Таразе, и вот родилась я. И знаете, они всю жизнь помогали родственникам. Вот обычная казахская семья. И у нас дома, вот в трехкомнатной квартире, мы 15 человек жили. Вот 15 вот человек. Фотография, да? Как раз из детства, да? Да, с детства. Вот такая у нас большая казахская 15 семья. 15 человек, да? 15 человек, да. 15 человек. И, наверное, просто я вот приехала с Америки показать вот истинно, какие бывают... Вот Центральная Азия, именно вот казахстанские женщины очень ценятся в Америке, потому что у нас есть вот эта сила духа, может быть, даже тамириса духа, да, амазонок, и у нас есть вот этот менталитет, то, что мы уважаем взрослых, ценностность есть, и я думаю, что вот этот сильный дух, он нам помогает, и это очень ценится в Америке. Я вот это все решила упаковать, написать это в книгу «Сильная духом». История обо мне тут полностью. И, конечно же, что мне помогало в моей жизни добиваться таких результатов. Ну, супер. Дайте совет нам, что нужно. Три главных совета, вот, что вы узнали, добившись успехов в Америке, без знания языка, без какой-то подготовки, просто взяв, поехав и там добиться таких успехов. 3 главных принципа основных, которые вам помогли. В моей книге я описала цитату Абая Кунанбаев. Он говорил, что в жизни самое главное
это не богатство, а оставить след истории в народе. И он оставил след в народе 45 қара сөздерін қалдырған. И моей целью даже было создание моей книги. Скорее всего, когда добившись богатства, я вот тоже добилась очень больших результатов, богатства, не принесло этого, можно сказать, счастья. И я тоже искала смысл жизни, и книга — это о том, как обрести счастье, здоровье, самые 3 главных ценности в жизни — счастье, здоровье и любви. И, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый обрел счастье, здоровье и любви, нашел ценности в себе, наслаждался. И хотелось бы передать, найти свое призвание, найти свою ценность, создать для мира что-то такое доброе, чтобы могло спасти очень многих душ, создать огромный такой какой-то продукт, реализовать его, и чтобы это помогло многим людям. Вот, как бы так. Через творчество, кто-то через музыку, кто-то через книгу. Вот, и мы сегодня передаем через интервью. Я, наверное, такое одно скажу, это читайте побольше книги. Все ответы, которые вы хотите задать в жизни, вы найдете в книгах. И найдете в моей книге «Сильная духом». Все. Презентация, кстати, будет, да? Да, презентация на днях, 7 книги будет июля. 7 июля в Астане. Супер. Где можно будет приобрести? На Каспий, наверное, да? Или... Да, можно на Каспий приобрести или супер. написать мне. Супер, да. Вообще, знаете, вот я очень интересуюсь вот этим феноменом казахского аула, потому что поразительно, я вот куда ни посмотрю, и именно вот кто родился в ауле, кто воспитывался в ауле, добивается больших успехов. Недавно мы делали репортаж про мальчика, который сдал ЕНТ на максимальные 140 баллов из 140 возможных. И интересно, что всего в истории 4 было человека, кто сдал. Ну вот одна еще девушка, но и сейчас там она должна подтвердить сертификат. Но из них 3, они выходцы из аулов. Вау, Вы тоже родились в ауле. Да. Объясните мне, что такое есть в ауле, в чем секрет, почему нам всем нужно ехать в аул? В чем феномен казахского аула? Знаете, наверное, скорее всего, труд, потому что моя бабушка, я вот когда ездила в деревню, и мы жили, она трудилась. Вот в 6 утра вставала, коровы, потом бараны и сепаратор молоко. Потом приезжали очень много внуков, она всем готовила лепешки, потом мы двор чистили, целый день убирались, и она целый день готовила, потом шила в ателье, шила платье всем внукам, внучатам, и вечером просто засыпала под индийский фильм. И я считаю, что это большой труд. То есть в ауле всегда есть чем заняться. Но вы знаете, Да. я когда приезжаю в аул, я этого не замечаю. Я обычно, потому что замечаю только то, что там очень вкусная еда. Да, очень Вот. вкусная еда. Каймак, масло. Курдак, бешбармак. Курдак. И, наверное, поэтому этого не замечаю. Надо в аул, значит, поехать, да? Обязательно. И там пожить прям как настоящий Там чувствуется вот аулчанин. дух, знаете, как с гор идет вода холодная, как дети счастливо бегают просто по земле босиком. Можно купаться на ледяной воде, можно просто разговаривать, бежать, играться. Там столько животных, и это так классно, да. Ты себя чувствуешь ребенком постоянно. Да. Этот дух, получается, он всегда останется с вами, вы будете всегда, Да. он будет вас заряжать силой. Это круто, конечно. А сейчас какие у вас планы? Что вы собираетесь делать? Я через месяц поеду в Америку, в Нью-Йорк, и хочу попробовать свои силы. Мы сейчас с компанией создаем MLM сетевой компании, которая производство веганской косметики. Вот, и я уже около 15 лет создаю технологии косметики, именно веганской, чтобы было очень, как бы сказать, экологично и органично использование для каждой любой женщины. И мы сейчас это полностью работаем над этим процессом, и хотелось бы, конечно, реализовать по всему миру.
Еще я прочитал вот в одном вашем интервью в Мгм. газете, по-моему, или в журнале, Мгм. там вы говорите, что вообще главная цель у вас — это сейчас весь свой опыт в будущем, который вы Да. сейчас получаете, в будущем во благо Казахстана. Какие проекты вот вы видите, какие мысли есть, что бы вы хотели в Казахстане вот сделать? Знаете, у меня около 20 лет, наверное, опыта ведения бизнеса, и я выработала свою такую систему продаж именно в бизнесе, и хотелось бы, конечно же, научить очень многих женщин, потому что каждая женщина, я считаю, что очень хочу вот это ключевое слово сказать, каждое государство, каждое общество, если каждая женщина будет счастлива в семье, то будет счастлив мужчина, и будут счастливы дети. И в нашем Казахстане около 20 миллионов человек, а страна у нас очень большая. И хотелось бы, чтобы каждая женщина была счастлива в семье, а если она будет счастлива, то будет счастливый мужчина, будут счастливы и дети. И тогда будет очень много детей, и тогда будет население будет большое, и тогда будет ВВП страны подниматься, и это Да. будет очень круто. Я, конечно, за это очень сильно хотелось бы, чтобы это осуществилось. Өте керемет жоспар. Да. Как говорится, жақсы әйел еркек хан болады. Да, Да? аминь. Расскажите, а что для вас значит продвижение казахского национального стиля и как вообще американцы реагируют? Это вообще, знаете, когда я приехала в Нью-Йорк, у меня вот, знаете, вот мой вот этот дух традиционный, оно очень сильно поднялось, и я начала носить чапаны и тахья. И все продюсеры, когда я участвовала на неделе моды, спрашивали, как все красиво, узоры сакральные. И я начала привозить наших казахстанских дизайнеров, и мы, когда делали моды, меня потом пригласили на Hamptons Fashion Week. А Hamptons Fashion Week — это такой остров миллиардеров, можно сказать. Да, И- ну звучит как минимум круто. И чтобы каждый, который здесь есть дизайнер в Казахстане, верили, потому что это очень такой, знаете, здесь есть большой дух, и Да. хотелось бы, чтобы больше людей создавали красивые чапаны и привозили, показывали на международном масштабе. Но для этого нам всем, знаете, что нужно? Нам нужно всем ходить постоянно В чапанах. в чапанах. Вот я каждый день почти хожу. Ну, не каждый день. У нас в Алмате, когда жарко, А я в Нью-Йорке постоянно хожу. Вот в чапанах и тахьяме. это супер. Могу я подарить подарок вашим читателям Алга Казахстан, мою книгу «Сильная духом» за лучший комментарий. А что нужно для этого? Написать вот под этим интервью хорошие комментарии, я прочитаю и подарю 3 победителям. Все, договорились. Тогда, друзья, пишите комментарии, и вот наша прекрасная Анеля выберет самый лучший, понравившийся ей. И как вы сделаете? Вы напишите там тому, кто вам понравился, и Да, я напишу вручите лично, мне. да, и подарю. Супер, подарок супер, друзья. Я немножко полистал сейчас, почитал, и перед съемками тоже немного ознакомился. Это книга «Настоящий кладезь знаний» и быстрый, короткий путь к успеху. Вот, так что обязательно пишите красивый, хороший комментарий. Можете про меня тоже что-нибудь написать. В завершение, какую можете сказать, может быть, дать мотивацию тем, кто сомневается, может, чего-то боится, ждет удобного случая, не использует шансы, которые дает судьба? Да. Что можете посоветовать? Так как я родилась в простой семье, простой казахской семье, и я, как я вижу со стороны, достигла больших результатов в Америке, в Казахстане. И я знаю, что это большая программа, нашими головой, можно сказать. И очень многие люди боятся рискнуть, сделать первый шаг в своей жизни и изменить. Хотелось бы сказать, чтобы не боялись, потому что это всего лишь страх. Если вы не рискнете и не сделаете, не осуществите свою мечту, вы не попробуете, как вообще получится в этой жизни. Так что вперед, и Алга Казахстан, не бойтесь, только вперед, рискуйте, и пусть все ваши мечты исполнятся. Керемет, как вы правильно сказали, не бойтесь. Казахстан, алга.